Куда стоит вкладывать свои деньги в 2025 году? Меня зовут Валерий Шатилович, я ясновидящий и парапсихолог. Сегодня поговорим о том, куда стоит вкладывать свои деньги, ресурсы и силы, чтобы получить результат в следующем году. Итак, 2025 год – это год девятки, год Марса, год активности. В этом году люди, которые, возможно, были на паузе, то есть ничего не делали, не работали, ни к чему не стремились, им придется стать очень активными. Жизнь будет заставлять вас быть максимально быстрыми, быстро принимать решения, быстро действовать, ничего не откладывать. Поэтому самое лучшее вложение, которое вы можете сделать в следующем году, это вложение в свое развитие. Это духовное развитие, это бизнес-развитие, потому что в следующем году многие люди захотят создать свое дело, свой бизнес. Это просто будет идея фикс у очень большого количества людей. Но чтобы это все получилось правильно, необходимо вложиться в знания. Знания финансовой грамотности и знания того, как вести бизнес. Поэтому самым лучшим будет вкладывать в знания. Что еще нужно приобретать? Если мы говорим про более долгосрочную перспективу, особенно это касается Украины, то выгодно приобретать недвижимость. Я вижу, что цены медленно, но уверенно будут расти, и это перспектива ближайших 10 лет. Поэтому люди, которые приобретут недвижимость в следующем году, спустя определенное время смогут продать ее гораздо более выгодно. Но приобретать нужно ту недвижимость, которая не будет устаревать. То есть это недвижимость, например, в центре города, либо же недвижимость где-нибудь в Карпатах, где-нибудь в санаторно-курортной зоне. Не нужно для перепродажи приобретать вторичную недвижимость. К сожалению, я вижу, что вторичная недвижимость не будет иметь такой спрос. Будут создаваться все новые и новые варианты строительства домов. То есть в ближайшие несколько лет вот именно архитектура и строительство сделают очень большой скачок в своем развитии. Поэтому стоит вкладываться в дома, таунхаусы, какие-то такие, не многоквартирные, не высотки такие в 30 этажей, а что-то свое, где есть там свой небольшой кусочек земли. Это будет очень выгодно. Особенно будет выгодно в западной части нашей страны. Западной и южной. В принципе, вот где море, да, Одесса, Николаев, это тоже будет очень выгодно. Херсон. Можете приобретать недвижимость. Также дорожать будет земля. Земля, я вижу, что не в 2025 году, немножко погодя, мы будем расценивать землю как золото. То есть человек, который имеет свой кусок земли, будет считаться очень и очень богатым. Вот. Как когда-то соль была, да, золотом, сахар там, так скоро будет вот наша земля украинская, наш чернозем. И под строительство, и под сады, и под аграрий какой-то. Все это будет очень и очень дорогим. Куда еще стоит вкладывать деньги? Безусловно, в свое духовное развитие. Стоит вкладывать деньги, обучаясь каким-то психологическим тренингам, медитациям, потому что это сделает вас более эффективными. А 2025 год, он принесет очень много стресса. На самом деле, вот 3 года, 2024, 2025 и 2026, для меня они в связке, они имеют какую-то цикличность. Причем 2024 год, я вижу этот год как будто бы темная комната, где нет света. 2025 год это комната, которая не освещается, но там где-то в углу загорается свеча. А 2026 год это уже комната, в которую вливается свет и освещает половину этого пространства. Так что
это будет еще сложный год, кризисный год. И психологически сложный, и эмоционально, и в плане социальном, жизни страны, людей. Но все-таки будет немножко проще. Поэтому стоит вкладывать деньги в стрессоустойчивость свою, в то, что может сделать вас более стрессоустойчивыми. Это медитация, это духовные практики, это занятия с психологом, с ясновидцем, с целителем, неважно. То, что вам подходит. Но постарайтесь следующий год посвятить тому, чтобы разгрузить свою нервную систему. Тогда вы сможете быть более эффективными. Какая валюта будет в цене? Ну, евро и доллар, конечно, будут прыгать и скакать в следующем году. Евро меньше, доллар чуть больше. Но по моим ощущениям, самой пока надежной валютой остаются фунты и стерлинги. А также электронная валюта. Вот все эти биткоины. Значит, я не особо в этом разбираюсь, но я вижу, что электронная валюта, она в следующем году приобретет какие-то изменения, причем значительные изменения, даже может поменять название, вот, появится какая-то новая валюта, но именно вот те люди, кто интересуется этим, кто учится этому, они будут очень эффективными и удачливыми, то есть будут иметь доходы. Ну, а куда хотите вкладывать деньги вы? Напишите в комментарии, я постараюсь посмотреть, стоит ли это делать. Всего вам доброго и до новых встреч на моем канале.